Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Второй прогноз. Что ждет до конца января? События и неожиданности. Давайте узнаем, что случится, что произойдет, а возможно и будет неожиданно для вас до конца января. К чему в целом приготовиться? И в основном на нашем канале мы делаем видео на декаду, но не все умещается во временные рамки. И бывают какие-то события новые приходят, какие-то сами по себе обстоятельства дела, нюансы. Вот давайте рассмотрим то, что не вошло ни в одно видео. И первая наша карта. Что вас удивит? То есть, что произойдет и вас удивит одновременно. А может быть и кто вас удивит. Тоже не исключаю. Достанем еще одну карту. Это как вот связующее звено. Кто или что появится неожиданно. То есть с чем будут связаны, в принципе, какие-то нюансы и к чему приготовиться, к чему это все идет. Как изменится ваша жизнь? Возможно, каким-то образом вы сами, ну, по-разному, да, кто-то здоровый образ жизни, кто-то меняет свой имидж, да, то есть, может быть, изменитесь вот именно вы сами, но или что внешне будет меняться. Что будет продолжено на февраль? Давайте с вами узнаем немножко, заглянем в будущее. И карту совет, которую откроем в самом конце. Итак, ух, рыцарь Пентаклей. Сказать, что очень спешит, это один из самых медленных рыцарей, поэтому не могу. Но явно может быть какой-то человек, который... Все же у нас тут больше сотрудничества по этой карте идет, да? Но вы и сами можете перед собой какой-то проект поставить, да, или задуматься, а как какой-то, может быть, инсайт, вы хотите воплотить свою идею в жизнь, или построить карьеру, все-таки Пентакли, решить финансовый вопрос. Кстати, если уж мы спросили, кто удивит, вот напрямую эта карта может говорить, что вас может удивить. К примеру, я не говорю, что это для всех, но тем не менее. По этой карте идут люди, те, которые приходят к нам на помощь, по крайней мере, в моих раскладах. Но здесь не все так однозначно. Вам нужна, допустим, определенная сумма денег, чтобы совершить какой-то платеж, а ваши гроши, ваши денежки где-то загуляли. Или по какой-то причине вы их вовремя не получаете, или, ну, еще какая-то сложная тема. Поверьте, в вашем окружении есть тот человек, который вам готов прийти на помощь. И это не говорит о том, что прямо тут мы только подумали, а человек уже на пороге. Нет, конечно. Здесь вам нужно как будто просчитать, да, и часто по этой карте нам приходят на помощь те, от которых мы этой помощи не ждали. Это то же самое может касаться не только денежной ситуации, но, кстати, по работе тоже. Понятно, что мы должны проявить некоторую дипломатию, правда? Но то, что мы можем решить какой-то вопрос, вот у кого сейчас сложная ситуация, проявив дипломатию, поверьте, вы себе скажете «Великое дякуй». Ладно, так что же вас или кто еще удивит? А вот, понимаете, полярно получается. Вот вы к кому-то можете обратиться, семерка мечей, да, карта хитрости или обмана. Вы кому-то можете обратиться даже к тому человеку, которому вы помогали. А он вам тысячу причин расскажет, почему он не может вам помочь. И тем не менее, вы будете искать, может быть, человека, и вот придет на помощь тот, кто, ну, для вас даже неожиданно это будет. Может быть, это будет тот человек, и я такое допускаю, с которым у вас были конфликты. Проверено годами, поверьте. Так, вот что или кто вас еще удивит? Смотрите, еще один рыцарь. Правда, вы решите какую-то проблему, но не тем способом, который вы прежде как бы продумывали. Или, может быть, думали, что, ну, для вас это наверняка какой-то логический путь, и вы получите эквивалент. А, скорее всего, вы можете приятно удивиться тому, что вам кто-то откликается, а вы на этого человека совершенно именно не рассчитывали. И наоборот, на кого вы рассчитывали, он как уходит в какую-то тень или вам рассказывает свою сложную историю вместо того, чтобы прийти на взаимопомощь или выручку. Конечно, тут может быть и какая-то любовная история, потому что рыцарь кубков. Все же это хорошее настроение, вдохновение. Иногда это конкретный человек, который, ну, приносит вам либо добрые вести, либо какое-то активное внимание вам оказывает, может быть, и комплименты у кого-то так.
Может быть, это какой-то неожиданный подарок. Или я могу допустить так, к примеру, с учетом семерки мечей. Какая-то тема не была решена или какой-то вопрос прежде. А вот здесь какая-то конфигурация, как в пространстве, с обстоятельствами. Может быть, во взаимодействии с какими-то другими людьми. Создается, тем не менее, возможность разрешить какую-то давнишнюю тему или задачу. Одним словом, тут, правда, у вас может удивить не какое-то рациональное решение вопроса или проблемы, а когда вам придется вот менять методы, как бы, может быть, идти на ощупь, но результат вас порадует и может удивить. Кто или что появится неожиданно. И по этой карте пажи у нас вестники может появиться какая-то весть. Может быть и весть от ваших детей, может быть и взрослых детей. Но вы и сами будете делать выводы. Нам показан человек, который стоит на развилке. Кто или что появится неожиданно до конца января для стрельцов. Вот правда есть какая-то проблема, которую вам надо решить. И мы словно вот на этой карте так немножко замешкались. И ну вот что же делать, да, вот как этот человек смотрит в 3 пустые кубка, и он даже не видит, что вот эта помощь, она практически есть. То есть для вас патовых ситуаций, мои дорогие, нет. Но и мелкие карты, у кого-то может быть мелкий вопрос, правда? Мы все же все разные, но, видимо, вам-то надо его решить или вам нужно какую-то историю для себя, может быть, и прояснить. Так вот у вас это получается. И во взаимодействии будет, скорее всего, не один человек, а несколько. Ну вот посмотрите, правда, у кого-то может проиграться, что финансовая тема, ну, может быть, и по работе. И вам словно высшие силы помогают. Эта карта, кстати, финансового успеха. Но она работает только в одном направлении, когда к вам приходят на помощь, но вы-то в долг не даете. Вот здесь вы как раз, может быть, до конца января кто-то такие параллели проведет и скажет, ну почему же я всегда помогал или помогала? Но когда понадобилась помощь мне, как будто, ну, человек остался глухой. И тем не менее, видимо, жизнь заставляет вас делать какие-то правильные выборы или правильные выводы, может быть, и так. Но у вас удачное стечение обстоятельств. Или, как вот знаете, его Величество случай. Может быть, тоже не случайно, потому что мы иногда говорим это как по судьбе. К чему приготовиться? Но вы останетесь довольны, правда? Даже, еще раз повторюсь, какой бы сложности, с какими бы метаморфозами ни был ваш вопрос или проблема, выход, он практически рядом с вами. Вам нужно, вот как этот человек, да, изображенный на четверке кубков, полповорота головы, и ты уже увидишь, каким образом тебе действовать. По девятке кубков более чем мы остаемся довольны. И хоть и кубки, тем не менее, это карта материальная. Я ее иногда называю картой эгоиста. Но вот к чему все идет? Тут отчасти карта подсказывает. Если ты, стрелец, не будешь готов к диалогу или поиску, да, если нужно решить проблему, а будешь бездействовать, ну, тогда может и не получиться ничего. Кто же это нам придет так вот, прочитает наши мысли, узнает наши сложности? Хотя может быть, личные люди, близкие люди, точнее, или какая-то личная история, они могут знать о ваших проблемах, но не обязательно, что вот именно помощь может приходить от близких. У каждого там какая-то своя история. Поэтому договариваться, скорее всего, либо придется, либо вы от этого больше какой-то лучший эквивалент получите. И в конечном итоге, когда у вас все под контролем, что-то стабилизируется, и есть повод для радости. Ладно, так что изменится или как изменится ваша жизнь? Ух ты, аркан мага. Наверное, все то, что я долго говорила, это где-то про мага. Он великий практик. Если нужно решить вопрос, он ставит цель и разные методы пробует. Не получилось одно, окей, дай попробую что-то другое. Другое не получилось, окей, будет третье и так далее. То есть вот здесь надо постоянно пробовать. Он меняет методы, на то он и маг. Он умеет равновесить и в себе энергии, и даже если внешне кому-то что-то не нравится, он не проживает заново чужие эмоции. Может быть, для кого-то из вас, как изменится ваша жизнь, вот
Вас судьба сводит с какой-то ситуацией, мои дорогие любимые стрельцы. Вы люди благородные. И часто заминка для вас может быть это как, ну, некий тормоз. Когда вот вы именно исходите из того убеждения, вот как вы относитесь к чему-то, да, ну, стало быть, и мы ожидаем, что и люди к нам также откликаются. А тут вот вы, видимо, делаете вывод самый главный. Ну нет, не все однозначно. И, наверное, надежное окружение, надежные люди– это несколько иное, нежели люди хотят казаться. Вот, видимо, для вас этот момент до конца января важен на последующий период, потому что как бы итоговые карты, которые мы достаем, они очень знаковые, как и финансовый успех, как и в целом благополучие, денежный достаток, но и на будущее, на сегодняшний момент, когда вы руководите, вы управляете, а не вами. Вот, наверное, какие-то очень такие мелкие детали, которые, может быть, и прежде ускользали от вашего внимания. Здесь ускользнуть не должны. Поэтому это вы маги-волшебники. Кстати, вы можете тоже думать, ну надо же, какой хитрый манипулятор человек, потому что нам уже выпадала семерка мечей. И что же будет на февраль? А в феврале будет все неоднозначно. Вы можете, вот я, как я говорила, альтернативным каким-то способом решить свою проблему. И это, как ни странно, может тоже кому-то не понравиться. Но я должна сказать, что, наверное, вот этот период до конца января, и вот для кого будет проигрываться именно подобная ситуация, которую я обрисовала, она тоже вас к вниманию приглашает, потому что иногда по этой карте, знаете, такой символ бунтарь без причины. Вроде причины нет, а кто-то психует, кому-то не нравится. Вы знаете, ваша задача, видимо, в течение февраля оставаться в этих энергиях и продолжать делать правильные выводы. Ведь эта карта со знаком плюс, она проигрывается, когда мы ищем правду, истину, и мы ее находим. Вы будете все, знаете, как расставлять по местам, организовывать свою жизнь как-то по-другому. Вот какой-то поворотный момент у вас может быть январь, февраль. Давайте достанем еще карты, что будет продолжаться на февраль для стрельцов. Ну вот посмотрите, холодные карты, никаких эмоций. Интеллект, холодность суждений, какой-то точный расчет. Вам это совершенно необходимо. Потому что, конечно, по рыцарю мечей, пажу мечей мы можем получать какие-то вести, и нам вполне вероятно придется быстро куда-то собраться, поехать, отправиться, наводить какие-то справки, узнавать достоверную информацию, все время что-то перепроверять. Одним словом, никаких эмоций, это правда. Мы ищем правду, истину, и мы ее находим. И это даже для кого-то может быть связано с перемещением. Более того, если какая-то запутанная история, мои дорогие, может быть, стоит знать наверняка все-таки аркан правосудия. В некоторых колодах это карта кармы, судьбы. Может быть, и по судьбе какая-то история сложилась или вы столкнулись с конкретным человеком вот до января, что к вам приходит на порог или в вашу жизнь. Это нельзя, вот знаете, сказать, а это ерунда или мне показалось. Нет, тут вот именно выводы нужно какие-то делать правильные. А если вопрос стоит, ну, с точки зрения юриспруденции, может быть, кому-то и необходима консультация юриста, адвоката, чтобы понимать, как закон работает в отношении вас. Конечно, это уже с заходом на февраль. Но вот то, что у вас начинается и инициируется в январе, вам нужно переложить в какую-то красивую и безопасную, мои дорогие, траекторию на февраль. Причем понимать, что да, пусть манипуляторы вокруг есть или ненадежные люди есть, но я и сам маг-волшебник, поэтому все эти хитрики чужие я вижу. Может быть, настало время, ну, как расставить, вот да, мы говорим все точки над «и» в некоторых отношениях. У кого-то это работа, у кого-то денежная ситуация, а у кого-то и личная жизнь. Карта совет. Вот и карта нам говорит, взаимодействуй. Мы говорим маг-практик. Ну, пусть где-то элемент манипулирования, а по-другому никак. Потому что люди будут хитрить, нам уже сказали. Или вы столкнетесь, может быть, вот что вас удивит. Вас кто-то и прежде мог, например, обмануть. И теперь это
правда всплывает. Вот это я тоже не исключаю. И вы, когда узнаете эту правду, вы все равно делаете выводы о конкретном человеке. И неважно, кто будет эта персона на работе, в личной жизни, может быть, кто-то из соседей, кто угодно, из коллег. Обратите внимание, где-то нас призывает эта карта, безусловно, к двум вещам основным, да? Да, точнее, к трем, но основные две. Быть внимательными с деньгами. Нам как будто мы обойдемся небольшими тратами. Как будто тебе хватит 2 пентакля. Вот буквально так. Имеется в виду, это какие-то расчетливые расходы в плане, ну, наверное, ежедневных. Не какие-то там серьезные покупки. Второй момент. Будь легок на подъем. Я уже где-то сказала, по этой карте мы когда, ну, как продумываем новые берега или для себя составляем новый план. И не просто это где-то на уровне мыслей, а когда мы конкретно что-то сделали, мы именно через опыт получаем подтверждение, нужно этим заниматься или нет. Ну и основной, конечно, это баланс, мои дорогие. Это быть и дипломатом, и, мои дорогие стрельцы, чтобы никто по вашему лицу не сумел прочитать, какие эмоции, может быть, бушуют в вашей душе. Вот где-то этот совет тоже примите к сведению. Ну вот этот двойной баланс, посмотрите, жонглёр. Казалось бы, надо удержать эти 2 пентакля, а он еще и на качелях стоит. Вот вам, видимо, это как карта совет говорит, такой баланс, супербаланс вам необходим. А с чем это связано? Еще раз, да? Вот интересно, какая-то ситуация еще будет как будто развиваться. Вполне вероятно, о каком-то человеке или по какому-то проекту, по делу. То, что вы узнаете до конца января, это еще не конец. Вы еще что-то узнаете с заходом на февраль. И поэтому и на февраль где-то нужно баланс. Как будто это только начало, да? А потом вы себе не то что спасибо скажете. Умеренность, тем не менее, это аркан старший. А когда старший, всегда присутствуют, ну, события извне или обстоятельства нашей жизни. Если здесь жонглёр на качелях, то здесь, посмотрите, это колода ведьмочек на одной ноге стоит, да, и держит, как будто сама пытается уловить вот эту свою собственную душевную нирвану. Но и физически научиться вот буквально так вот держать баланс. И более того, даже один глаз она прикрыла, как будто хитро прищурила. Я все смогу, я все пройду. Вот правда, будьте магами и волшебниками. Может быть, это такой своеобразный жизненный экзамен. И какая-то история, тоже будьте готовы. Быстро не закончится. Но у вас как будто укрепится позиция. Если двойка пентаклей, она такая мелкая карта, да, это мы тут балансируем, что-то пробуем. Ну, как-то пытаемся эти обстоятельства для себя в лучшую сторону сложить или, может быть, и выкрутиться приходится буквально так. Но тогда в феврале вы говорите себе спасибо, потому что вокруг вас что-то будет еще происходить, что к вам не имеет отношения. А вы уже как будто натренированы судьбой еще в январе, ну, может быть, кто-то и раньше. И вам вот эти какие-то перипетии, турбулентности февраля вам будет легко пережить, потому что вы уже себя в этом направлении настроены. Ну, вот такой наш расклад необычный, правда. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за вашу поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, и я все ссылки оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.